Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 марта, суббота, и сегодня я хочу предложить вам материал, который я считаю невероятно интересным. Частично вы, возможно, о нем слышали, возможно, частично даже знакомы, но вряд ли вы знакомы, так сказать, со всеми деталями этого вопроса, а вот в деталях, как известно, и скрывается разница между победой и поражением, между ангелом и дьяволом. Речь идет о документе, который был передан Путину и который, судя по всему, лег в основу планирования, стратегического планирования дальнейших действий Кремля вовне России, главным образом внутри страны. Ну, не останавливаясь на дальнейшем, описании этой ситуации, давайте перейдем к деталям. Итак, некоторое время назад украинские умельцы, хакеры, бойцы киберпространства взломали какой-то сервер в Москве, среди которых оказался сервер ИНИОН. Это Институт научной информации по общественным наукам. Когда-то это была громаднейшая научная библиотека, а теперь это стал один из мозговых центров Кремля. Среди этих документов были найдены несколько материалов. Первый – это письмо Володина, типа спикера российского парламента, президенту Путину. А второй – это тот документ, который лежал в основе этого меморандума, посланного Володиным. И там вот описываются все детали, вся подоплека этого вопроса. Так вот, первый документ, это тот, который Володин послал Путину, он описывался уже в некоторых источниках, украинских источниках информации, кратко. А вот второй, который я считаю самым главным, он как-то так не получил заслуженного внимания. И вот я вам хочу сегодня его подробно изложить, потому что, это кладезь, я бы назвал это разведывательной информацией стратегического значения. Приступим. Итак, 30 ноября прошлого года Володин пишет Путину меморандум. Цитирую: «В связи с недружественными, а местами откровенно агрессивными действиями Запада по отношению к России, усилением санкционного давления, поддержкой киевского режима в Украине, а это влечет за собой затягивание достижения целей специальной военной операции в Украине, а это, в свою очередь, совокупно представляет собой угрозу национальной безопасности Российской Федерации, специалистами ИНИОН предлагается концепция дезападнизации». Вы, наверное, слышали, вот это, собственно говоря, та информация, которая публиковалась в украинских СМИ. Дальше там несколько пунктов этой дезападнизации. И, собственно говоря, без особых комментариев. В связи вот с этим изложенным, я вам расскажу дальше, что означает эта дезападнизация. Володин предлагает, что на основании изложенного необходимо срочно приступить в послевыборный период, который вот сейчас только-только наступил, после окончания выборов, якобы президента Российской Федерации. Он предлагает приступить к разработке соответствующих законопроектов. И предварительно, вот это очень важно, это согласовано с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко. Все. Вот это самое последнее предложение, оно важно. Это значит, что это не просто там чей-то полет очередной фантазии или это неуместная инициатива Володина, который ко всему этому, собственно говоря, не должен иметь никакого отношения. Он не планирует внешнюю и внутреннюю политику. Он говорит то, что ему приказывают с Кремля. А вот когда речь заходит, что это согласовано с Кириенко, это значит, что дело вступило в плоскость конкретной работы и принятия конкретных решений. Далее, среди этих документов, которые хакнули и получили в результате этой успешной операции, второй документ, который лежал в основу вот этой записки Володина. Он не подписан, но, как становится известно из других документов переписки, которая попала в руки украинских умельцев, хакеров,
Второй документ подготовлен Юрием Пущаевым, это старший научный сотрудник УНИОН. Это серьезный ученый, ну, имеется в виду серьезный для России ученый в области принятой в России философской науки. То есть вы понимаете, тут рамки какие. То есть он играет на Кремль, и главная его задача – предложить, возможно, рациональное решение проблем в рамках тех химер, которые царят в Москве, в частности, в Кремле. Этот документ, и вот это кладезь просто информации, называется «Выводы из анализа общественно-политической ситуации Российской Федерации и потребности ее трансформации». Повторяю, это вот совершенно свежий документ, и на основании него предполагается предпринять стратегические действия, включая принятие соответствующих законопроектов, в период, который вот сейчас только начинается. То есть это просто потрясающе. По критериям разведывательной информации это важная, чрезвычайно важная информация. Она актуальная, она своевременная. Ну, просто песня. Если бы вот такую информацию вражеский агент добыл не через, то есть она не уплыла в интернет, человек бы получил бы медальку и продвижение по службе. Но пройдемся по этому документу. Его стоит читать внимательно, тут смаковать каждую мысль. Итак, речь идет о той ситуации, которую завела так называемая операция, ограниченная военная операция. Данная операция по своим государственным затратам, привлечением ресурсов несравнима ни с чем другим после Второй мировой войны. Вызовы, которые сейчас стоят перед Россией сегодня, сродни тем, что стояли перед Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. А какие вызовы стояли перед Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны? Быть или не быть стране, существовать или нет. Вот если верить тому документу, ему нельзя не верить, то есть они верят. Володин верит, если послали Путину, согласовав с Кириенко, значит и там, в Кремле это верят. Верят, что вот эта ограниченная военная операция Путина, гениального мыслителя современности, привела к тому, что перед Россией стоит вопрос – быть или не быть. И, собственно говоря, этому посвящен весь документ. Украина рассматривается Западом как объект долгосрочных инвестиций. И сумма, вложенная в последнее время, последние 10 лет в качестве инвестиций в Украину Западом, которая исчисляется уже сотнями миллиардов долларов, она имеет накопительный эффект, когда отказ от дальнейшей поддержки Украины будет нести большие потери, нежели продолжение этих так называемых вложений для поддержания жизнеспособности киевского режима. То есть вывод, мысль, что столько уже вложили в Украину, что надо продолжать дальше, иначе такие деньги, такие вложения уйдут в песок, и это будет чрезвычайно контрпродуктивно. Они понимают, что Запад Украину не оставит ни при каких обстоятельствах. Параллельно с этим на Западе происходит кампания по демонизации России и русских, что выливается в травлю русских людей за рубежом. Эта демонизация в лучших традициях холодной войны призвана максимально очернить Россию для того, чтобы продолжать санкции бесконечно и продолжать, как они говорят, бессмысленные инвестиции дальнейшие в Украину. Это делается для того, чтобы западный обыватель, погруженный в атмосферу постоянной ненависти к России, формируется русофобом. Но здесь можно было бы поспорить, потому что, как мы видим, и в Соединенных Штатах Америки, благодаря усилиям российских спецслужб, и в Западной Европе формируются некоторые силы, причем такие сильные, влиятельные, шумные, которые, наоборот, становятся русофилами. И которые почему-то любят Путина, вопреки здравому смыслу. В то же время, внимание, чрезвычайно важно, в России все большее число работоспособных мужчин проходит через травму боевых действий. Их возврат к мирной жизни после выполнения задач на фронте может быть отягощен непониманием той жертвы и
того подвига, который совершают эти мужчины. Ну, если убрать витиеватость такую философскую этого пассажа, то можно сказать, что все больше людей приходит к мысли, зачем это нужно, зачем убивают там, мужей, сыновей, братьев и так далее, кому это нужно. То есть, видимо, действительно страна стоит на грани понимания, что вот-вот это все может взорваться. Отслеживается определенное повышение социальных проблем в стране, связанных с пенсионным возрастом, потребительскими ценами, уровнем зарплат, пенсий и других социальных выплат в условиях все больших трат на проведение специальных военных операций, то есть вместо масла – пушки. И это все указывает на то, что напряженность в обществе может возрастать. Ну, может, это так поставлено на всякий случай, чтобы Путин не обиделся. Тут ясно, что будет возрастать и напряженность в обществе, и из-за материальных падения условий жизни материальных, и с того, что население несет все больше потери в живой силе, и возникает вопрос, а на кой черт это все нужно? То есть идея патриотизма, она уже дает трещину. Это есть так называемая социальная энтропия, пишет автор, а по сути дела это хаос, нарастающий хаос, господа. И мы с вами его отмечали, и признаки его мы с вами видели. Соответственно, дальше в текст. Для решения проблем социальной энтропии или хаоса в подобной системе наиболее очевидным решением будет продолжение политики экспорта хаоса за рубеж, то есть разрядка внутреннего хаоса за счет его экспорта, за счет внешней экспансии. Тоже мы с вами это обсуждали. Путинский режим пытается... Это его идеология, другой идеологии у них нет, это хаос. Что они делают? Они сеют хаос везде, где только могут. Прежде всего в западных странах, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Забивая голову чем угодно, в лучшем случае это вообще оставить там пустое пространство в голове для того, чтобы туда в разную ерунду, разные идиотские мысли вбивать. Ну и то же самое, подрывные акции, ИПСО, это все относится. То есть они уже это делают, и дальше есть все указания на то, что они будут пытаться нивелировать нарастание хаоса внутри страны путем сеяния хаоса и его распространения за пределами России. В историческом контексте утрата России, ну да, тут территории, это в прошлое, они к Брестскому миру аж возвращаются. Короче говоря, у нас есть все основания для выплеска социальной напряженности в России за рубеж с целью внутреннего сплочения. Вот что они собираются делать. То есть это страна, профессиональный гадильщик, который не может внутри себя создать ничего. То есть созидательный потенциал, он близок к нулю. И его даже не учитывают при планировании, что даже дальше делать со страной. То есть по умолчанию принимается идея о том, что мы ничего не будем делать, ничего не будем улучшать, ничего внутри страны не будет улучшаться. Единственное, что мы можем сделать так, чтобы у соседа корова сдохла. Вот, собственно говоря, и все, что составляет философию, идеологию и практику режима орков. Вот что лежит в создании, так сказать, кредо Мордора. Таким образом, идет дальше по тексту, после завершения СВО в Украине, дальше оно не объясняется как, наоборот, дальше будет идти речь о том, что это не решается, собственно говоря. Здесь даже предложения нет о том, как они будут это успешно решать. Там дальше что делать, учитывая, что это будет длиться бесконечно. Так вот, дальше противостояние России с Западом не прекратится, а только усилится. Фактически мы сейчас находимся только на первоначальном этапе. Ключевые факторы трансформации.
Очевидно, что характер предстоящего конфликта будет носить глобальный, цивилизационный характер. Эпоха после окончания Холодной войны, как развал Советского Союза, проходили не только под лозунгами гласности, но и политики западнизации России. И дальше, что такое западнизация? Ну, проще говоря, это стратегия якобы Запада навязать другим странам свой миропорядок, свой взгляд. Это своя экономическая система, это своя идеология, это своя система ценностей. Ну, короче говоря, это как всегда было. Вот раньше, в колониальные времена, метрополия захватывает колонию, она поднимает там производительные силы, она поднимает эту колонию на более высокий уровень производственных отношений, поднимается там новая элита возникает, которая воспринимает все больше того, что происходит в метрополии. Это и мода, и литература, и искусство, все. Короче говоря, эта колония, типа, она поднимается, да? И если посмотреть, что происходило в Африке во время колонизации, даже в Индии, то это будет очевидно. Но, значит, вот российские ученые, философы говорят, что основная цель этой западнизации не присоединение незападных стран к себе, в свою систему, а их подчинение принудительными мерами. То есть Рашу, судя по этому пассажу, не приняли к себе как равного, а силой подчинили, чтобы заставить, ну, как раба просто, никак не приняли в свою систему как равноценного, а поставили под свой контроль как раба. И таким образом возникает колониальный фактический режим. То есть Раша, она вот с момента развала Советского Союза все больше превращалась в колонию Запада, и прежде всего Соединенных Штатов Америки. С этой западнизацией и нужно сейчас бороться всеми мерами. Причем это не просто так противостоять, где-нибудь там на симпозиумах бороться или там в конкуренции в промышленной, технологической, научной конкуренции между двумя странами. А это требует напряжения всех сил. Это фактически война. При этом народ должен Раши, вот это фантастическая мысль, это требует напряжения всех сил. То есть это максимум общенародных страданий, проходя через которые народ российский должен выйти на новый уровень исторического существования. Вот этот пассаж надо выбить где-то, чтобы каждый орк, каждое утро, просыпаясь, видел и читал, что готовит для него великий кормчий Владимир Путин. Он им готовит максимум общенародных страданий, проходя через которые народ российский очистится и выйдет на новый уровень исторического существования. Но это прямо с Гитлера взято. Прямо оттуда. И не случайно, что дальше автор, он философ, причем он специализировался на советской философии, не только советская, которая была общепринята в стране, а иммигранты, там вот Зиновьев, допустим, или Ильин. Кстати, Ильина на Западе многие считают тут русским фашистом, идеологом русских фашистов. И кто-то вот сказал Путину, я помню, читал когда-то давно, подсказал Путину, что вот есть такой сильный, значит, философ в нашей истории, и даже ознакомил с какими-то перлами поверхностно. И Путин подсел на это дело, и вот ему тут же раз, вот там про Зиновьева, там Ильин писал. Ну, это должно понравиться Путину. Короче говоря, вот он, гитлереныш, как мы с вами неоднократно обсуждали, идет по стопам своего духовного отца. Как германский народ должен был умыться кровью и умыть кровью пол Европы, так и орки должны пройти
Это фантастика. Максимум общенародных страданий. И вот к чему готовит Рашу, господа. После 2 лет так называемой ограниченной военной операции. Вообще то, что здесь пишется, такие проблемы возникают у страны после крупного поражения в серьезной войне. И вот к чему пришел, значит, путинский режим в результате своей ограниченной военной операции. То есть нам нужна, вот это и есть, вот это прохождение народа через максимум страданий, это и есть дезападнизация. То есть ее западнили, Рашу, а теперь ее надо раззападнить, дезападнить. Значит, страна дураков. Понимаете, вот я смотрю и хватаюсь за голову. Когда-то Леонид Кучма говорил, что в узком кругу, когда какие-то ужасные новости ему поступали с мест в Украине, он говорит: бедная несчастная страна, за что и все. Вот то же самое. Опять то же самое. Создать себе дикие проблемы, чтобы потом их решать путем, как великие чистки 30-х годов. Кровью надо умывать российский народ. То есть тогда это был советский народ, теперь это будет российский народ. Итак, значит, эта дезападнизация призвана укрепить Россию перед вызовами будущего и предполагает следующие шаги, направленные на: первое – усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства, усиление контроля в целом. Ну, ребята, это как раз для Путина. Понимаете, это вот мечта Комитета государственной безопасности, вот что тут написано, это система мечты Комитета госбезопасности, когда в конце 80-х годов он планировал, что будет делать дальше. То есть госбезопасность будет везде, так называемое новое дворянство, как планирует господин Патрушев. Они будут кругом, контроль в целом, во всем, как здесь написано. А экономика, она станет государственным капитализмом, где чиновники одновременно являются и капиталистами. То есть кто-то там работает, а вот эти, которые сидят и то ли крышуют, то ли контролируют, они получают от этого дивиденды. Вот так планировал председатель КГБ СССР Крючков в последние годы существования Советского Союза, ту систему, которую он предполагал, значит, видел в будущем. Чем это закончилось, всем известно. Теперь они возвращаются обратно для того, чтобы это все воссоздать. К трупам, к мумиям прошлого возвращения это называется. Дальше. Мудреный термин. Суверенизация науки, культуры, искусства, повышение в их развитии роли государства. Опять то же самое. Опять возвращение в совок. Суверенизация науки. Что это такое? Это вообще идиотизм. Даже Сталин, человек, который не имел такого серьезного вообще образования, как и многие другие члены Политбюро при нем, и даже они понимали, что у науки, для того, чтобы она развивалась, у нее не должно быть границ. И поэтому Капицу посылали в Великобританию на стажировку, несмотря на то, что шпионов видели везде. И тем не менее понимали, что нужны обмены. Так вот, эта суверенизация науки, если она будет доведена до максимальной точки, это все. Это лапти. То есть вся наука будет развиваться в направлении разработки новых форм и методов производства новых видов лаптей в стране. О всем остальном, о новейших технологиях, о прорывах там где-то как-то нужно забыть напрочь. И главное, что есть уже примеры. Забывают. Культура. Культура – это опять будет совок. Это будет Надежда Бабкина. Ну, еще там кто-то. Петросян, наверное, да. Вот вся культура. Искусство там же будет. Танец маленьких лебедей. Ну, еще ансамбль имени Александрова.
и повышение в их развитии роли государства. То есть Патрушев, его назначенцы сверху будут сидеть и руководить Большим театром. Проходили. Опять пойдем туда же. Усиление цензуры, в том числе на ТВ, в интернете. Поздравляем. Поздравляем российский народ с такими перспективами. Деликатное предложение. Решение вопроса о оппозиционных движениях. Чувствуете? Это мне как-то так напоминает, как в свое время нацисты в Германии собрались в маленьком, так сказать, дворце или в большом доме на побережье озера и приняли решение об окончательном решении, простите за тавтологию, еврейского вопроса. Вот тут предлагается также примерно решить вопрос оппозиционных движений. Решение уже идет. Один Навальный чего стоит, Карабурзатов приближается к этому роковому рубежу. Уже всех пересадили, передавили, но надо кардинально, видимо, его решить. И последнее – умеренная клерикализация общества в рамках возможного. Ну, это Гундяев, главный, значит, духовный отец нации, попы, агенты ФСБ и все такое прочее. Вот что должно означать, значит, дезападнизацию, которую они собираются проводить. Когда и как, сейчас посмотрим. Подобное преобразование требует правильного выбора момента, окна, когда их надо применять. Что это за окно? Когда сопротивление со стороны общества вот таким. Они понимают, что это вызовет массовое недовольство. И так они уже описали очень плохо с этим моральным состоянием общества. А это вызовет еще больше. То есть вы представляете, какой они понимают, в какой дыре находится страна, если они понимают, что надо идти еще на ухудшение морального состояния российского общества. И вот для того, чтобы это все произвести, нужно правильный момент, когда общество утратит способность сопротивляться этим нововведениям, и когда власть будет на пике своего влияния. Ну и считаю, что это, наверное, вот сразу будет после очередных выборов. Это же писалось накануне этих президентских выборов. И вот именно это сейчас, когда происходит, как они говорят, единение власти, но они надеются, что происходит единение власти и народа, и что оно будет на пике сразу после выборов. И вот тогда-то и нужно решать этот вопрос. Вот, господа, что поступает на стол Путину для принятия стратегических решений, о которых поэт российский в свое время писал «Куда ж нам плыть?». Что мы можем сказать? Вот я вам предложу выводы, которые я лично сделал для себя из вот этой бумаги, причем видно, что она уже осуществляется. Итак, первый. Россию загнали в западню, то есть в глухой кут, в глухой угол. То есть они же, помните, в октябре 2021 года они начали вот эту всю катавасию с того, что они потребовали НАТО убраться к границам 1997 года. Потом перекинулись на Украину, начали ныть о том, что там ракеты скоро натовские появятся, которым лететь до Москвы от Харькова там какие-нибудь 5-10 минут, и затем, значит, так называемая ограниченная военная операция в Украине. На самом деле варварская агрессия. Это с чего они начали? То есть замах на рубль, да какой рубль? На триллион. Перекроить карту политическую западного мира. И закончили чем? Опасностью хаоса. Дальнейшего развития хаоса. То есть он уже есть, как они деликатно говорят, энтропия, а фактически хаос. А дальше, если они понимают, что он может еще сильнее нарастать, но деваться некуда, надо идти на эти непопулярные меры. То есть, короче говоря, надо закрутить все в этом паровом котле, которым вот-вот рванет, выхода нет, надо закручивать дальше. Это провал.
Это провал. Вот такая ситуация. Он не зря пишет, что стоят такие же вызовы перед страной, как перед Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Они сами пишут о том, что сейчас перед Рашей стоит вопрос: быть или не быть. Вот в чем вопрос. Дальше. Как они решают? Как любой идиот, которых немало было в истории государства российского, установить или еще укрепить авторитарный режим через возвращение в Советский Союз, который рухнул именно из-за этого. То есть основной урок истории в России – это в том, что никакие уроки рашинское руководство никогда не усваивало и никогда не понимало. Дальше они строят, пытаются воссоздать или не построить ту систему, которую лелеял и которую разрабатывал еще Крючков и лучшие аналитики КГБ конца 80-х годов. Это государственный капитализм, это новое дворянство. Его много должно быть, этого дворянства, потому что нужно контролировать все и вся, от Большого театра и кончая там научно-исследовательским институтом, включая ансамбль имени Александрова, я уж не говорю там о каком-нибудь экскорт-агентстве, там вообще глаз на глаз нужен. То есть дворянство – это прослойка бездельников, который ничего не будет делать, а государственный капитализм будет на них работать. Они будут изымать из продукта, полученного в конце, значит, в производстве там или в науке, культуре, они будут свою ренту, так называемую дворянскую, изымать, и в этой связи вся экономика России по умолчанию гарантированно будет не конкурентоспособной. То есть они уже сейчас собираются планировать и действовать то, что угробит Рашу еще до того, как они к этому это запустят на полную катушку. Народ должен пройти через огромное лишение. Вот так вот, опять. Карла Маркса надо было читать, классиков и Энгельса, которые писали, что не может быть свободным народ, который угнетает другие народы. Немножко перефразируя. Не может быть счастливым и благополучным жизнь народа, который убивает своих соседей. Вы это начали, вы сейчас получите. Вас будут убивать свои же, потому что вы лохи. Вот и весь вывод из, значит, с относительным благополучием в 2000-х, 2010-х годов придется покончить. Нужно пройти очищение через муки, то есть очередное хождение по мукам для того, чтобы выйти на новую цивилизационную, так сказать, вершину. Не будет ее, все рухнет. Все рухнет к чертям собачьим. И это говорят там глупости какие-то Горбачев. То, что эти идиоты задумали, это вообще они страну умоют, зальют свою собственную страну кровью. В результате всего этого, то, что они тут напланировали, вот еще раз там прослушайте, какие меры по дезападнизации они подумали, что в результате будут. Я вам гарантию даю, сейчас могу сказать. Превращение Раши в Северную Корею. Возвращение в эпоху лападной Раши, которая она была в свое время. Отхожего места мировой цивилизации, которая почти рабски, критически зависит даже от развивающихся стран, таких как Индия, Китай. И весь вопрос, быть или не быть России, будет решаться от того, нужно будет ли Индии большое количество нефти и газа, которое критически необходимо продать России, или Китаю. Вот и все. Вот и все. Не надо будет нефти, все, труба, Россия вылетает. Вот она дезападнизация. После дезападнизации начинается дегенерация страны. Вот и все. То есть нужно поставить, тут добавить. Дезападнизация равно дегенерализация. С наукой, передовыми технологиями, безусловно, будет покончено. Но какой умный человек будет жить в таком государстве? Это же Мордор в полном смысле слова. Не просто в полном, а в чудовищном смысле этого слова. И все умные люди, пакуя чемоданы, уезжают. Начинается исход. В стране остается только новое дворянство и быдломасса, которая будет обслуживать это так называемое новое дворянство. Вот, господа, в какой ситуации кремлевские
люди, вот не зря же, вы понимаете, это не то, что какая-нибудь левая бумажка. То есть написал ученый Иниона. Он дошел до член-корреспондента Академии наук России, директора Иниона. Тот дошел до Кириенко. Это человек, который считается там серьезным, он подает мысли, идеи Путину. Володин это все поддерживает. Уже говорит, готовы за дня законы принимать. И мы сейчас посмотрим, сейчас они попрут принимать эти законы. Да они уже потихоньку применяются, все закручивается и так далее. То есть это руководство к действию уже. И я не вижу здесь победы России в агрессии против Украины. Ну, никак не вижу. Учитывая, сколько они там берут несколько деревень, сколько времени, сколько они потратили с тем, что пятая колонна им еще помогла и продолжает помогать. И тем не менее. И из этого следует, что ситуация внутри страны гораздо хуже, чем она отражается даже в иностранных источниках, потому что иностранные источники используют те данные, которые утекают якобы из российского государства, а утечку делают только тем данным, они их придумывают, о невероятном развитии ВПК Российской Федерации, количество снарядов, которые там, или доходов от нефти. Это все одно большое ИПСО. Это значит, не значит, конечно, что надо, так сказать, расслабиться и ждать, пока они все рухнут, потому что они же пишут здесь, что проблемы внутри страны, они внимание быдломассы орков будут отвлекать от того, что корыто его уже пустое, есть там нечего, его надо отвлечь, его будут отвлекать какими-то там мифическими победами в Европе или в Соединенных Штатах, или проблемы. Вот проблема в Америке сейчас, Техас, как они пишут и говорят, отсоединяется вот-вот. До этого они говорили, Калифорния вот-вот отсоединится, ну и все такое прочее. ЕС скоро рухнет, доллара с евро скоро не будет. То есть они будут создавать хаос, и Запад должен быть к этому готов. И в этих условиях, ну чисто теоретически, не исключено, что они могут пойти на авантюру. Я считаю, что, конечно, эта авантюра должна быть ограничена их животной боязнью за собственную жизнь и существование. Они, да, они по-прежнему пытаются пугать и западных лидеров, и своих собственных орков ядерной войной, о том, что они не постоят за этим. Но все больше, вот я вижу, все больше появляется признаков, что на Западе научились понимать, или поняли, научились правильно реагировать на это. Последний пример. Сегодня выходит статья Foreign Policy о том, что получено подтверждение, что все-таки есть рашинские ядерные снаряды в Белоруссии. Свершилось наконец-то, вот только сейчас. Хотя заявление об этом Путин, Лукашенко, вы помните, еще делали месяца 2-3 назад, но вроде вот сейчас все. И пишет автор, значит, журналист этого издания, ссылаясь на источники из Литвы, на министра обороны. Министр обороны мне нравится Литвы, правильные мысли высказывают и так далее, но меня смущает, откровенно говоря, почему и как министр обороны смог узнать, что там реальные ядерные боеголовки. А я вам рассказывал, ссылаясь на источник, мои источники, Великобритании, Соединенных Штатов и так далее, что там, и даже называл вам части, откуда поступили муляжи, макеты этих ядерных боеголовок, а на самом деле их там нет, потому что нет никакой радиации. И радиацию, по идее, должны были уловить натовцы, то есть страны, у которых самая лучшая в этом смысле аппаратура. Соединенные Штаты, прежде всего, Великобритания. А вот когда ссылаются на Литву, то меня это наводит на мысли, что там по-прежнему муляжи стоят, но надо бить в колокола. Вот сейчас все больше появляется всевозможных статей на Западе, ну где-то панических, наверное, особенно что касается Украины. Особенно там все пропало, шеф, если сейчас не появится, не дадите 61 миллиард, или если мы сейчас не объединимся вместе, то все, нам всем крышка. И вот, с моей точки зрения, эта вот статья Foreign Policy – это одна из них. А вот совсем другой подход
время продемонстрировала недавняя встреча лидеров Франции, Германии и Польши, которая состоялась в Берлине в пятницу, чтобы обсудить поддержку Украине. И там были приняты правильные стратегические решения, согласно которым эти страны, их называют Веймарским треугольником. Он сначала типа образовался, так сказать, очертания приобрел, а потом все приостановилось на время, как пишется в западных средствах массовой информации, на время существования националистического так называемого правительства в Польше. Так вот, сейчас опять Веймарский треугольник вернулся к жизни и приняли решение. Мы немедленно купим еще больше оружия для Украины, и мы сделаем это в глобальном масштабе. Это то, о чем я вам говорил. То есть весь мировой рынок оружия, даже за пределами ЕС, пока ЕС будет наращивать свои мощности, планируется, что они достигнут нужных мощностей в 2020, в следующем году. Вот. А пока, значит, они занимаются этим делом, нужно сгребать все имеющееся оружие, прежде всего боеприпасы по всему миру. И это уже, как вы видите, делается. Это серьезное улучшение, как заявили 3 лидера. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе в сотрудничестве с партнерами в Украине. Замечательно. В-третьих, мы сформируем новую коалицию для закупки ракет большой дальности в рамках формата «Рамштайн». Но в последнее время опять наметилась вот интересная тенденция, что заявления начали делать уже после того, как что-то уже начало работать. В частности, это было по снарядам. А это же касается этих ракет большой дальности. Я вам говорил о том, что немалое количество этих ракет уже имеется и, как мне говорили, уже поставлены. И в-четвертых, мы также увеличим нашу поддержку в рамках Евросоюза. Имеется в виду, наверное, экономическая поддержка, потому что помимо помощи в военной области необходимо помогать бюджету украинскому, который там дыра на 70% где-то. И если ее не закрыть, эту дыру, а закрыть можно только внешними вливаниями, то рухнет экономика, и произойдет то же самое, что с Германией произошло в Первую мировую войну, когда они дошли до Парижа уже, а в это время в Берлине совершилась революция. Вот и все. Ну и напоследок, в Соединенных Штатах появляются кусочки, как говорят американцы, tidbits, дополнительной информации, которые свидетельствуют о том, что вопрос о помощи Украине, в общем, там есть прогресс. В конце прошлой недели законодатели от республиканской партии собрались в одном курортном местечке здесь для совещания за закрытыми дверями, выяснения всех вопросов, которые имеются, и принятия стратегических решений. Но вот то, что утекло оттуда. Значит, спикер Джонсон. Да, потом это подтвердилось еще другими утечками после этой встречи. Короче говоря, спикер Джонсон сказал о том, что он готов поставить вопрос на голосование, без всяких резолюций об обхождении. Причем, скорее всего, значит, будет поставлен вопрос отдельно по Украине, по Израилю. Сейчас главная проблема – это Израиль. Почему, объясню дальше. Отдельно. И считается, что обе эти резолюции должны быть приняты, причем у Украины больший шанс быть принятой с минимальными по сравнению с Израилем трудностями. Ну вот такая новость. При этом нужно, конечно, иметь в виду, нужно следить за движением законодательства и вообще с дальнейшим развитием вопроса по поводу ТикТок. Потому что последний раз в предшествующем видео я вам говорил, что там намечается какой-то гешефт, которым может принять Трамп через своих подставных людей, с тем, чтобы капитализация ТикТока составляет сейчас $50 миллиардов. И так на дурака, вернее, без своих денег, а денег у Трампа нет, где-то там попользоваться каким-то количеством
этих миллиардов, делая, так сказать, создавая политическую крышу всему этому, думаю, что он весьма был бы заинтересован. А от этого зависит, значит, вопрос, проголосуют ли сенаторы за законопроект по ТикТоку, который приняла Палата представителей. А сенаторы говорят Джонсону: ну, мы можем и проголосовать за это, но тогда вы проголосуете за наш законопроект, который мы приняли по Украине, а также Израиль и так далее. А иначе все. Вы не голосуете за наш законопроект, мы не будем голосовать за ваш. Ну и напоследок, почему вопрос по Израилю как-то не то, что он зашел в тупик, он взорвался. То, что сделал лидер демократического большинства в Сенате в конце прошлой недели, это был четверг вечером, он буквально взорвал политический ландшафт Америки и Израиля. Это была разгромная речь в жестких тонах, которую он фактически потребовал. То есть он обвинил во всех проблемах Нетаньяху, премьер-министра Израиля, и сказал, что без него то, что происходит в Израиле, не может быть решено, потому что он не выполняет свои обещания, и то, что надо делать, он делать не будет. Ну, в частности, он говорил по поводу отношений Нетаньяху к вопросу о двух государствах, независимое палестинское и еврейское. Хотя, по словам Шумера, Нетаньяху категорически против, а это тупик. То есть, нельзя работать в ситуации, когда премьер-министр Израиля отказывается от этого. Ну и второй вопрос – это вопрос о якобы строительстве или не строительстве израильских поселений на западном берегу. И высказавшись достаточно жестко в адрес Нетаньяху, Шумер потребовал фактически его отставки. То есть проведения в Израиле выборов и убрания Нетаньяху. Ну, тут взорвались, и, я думаю, не зря, закономерно уже со стороны республиканцев. То есть можно критиковать государство союзников, но давать ему указания демократическому государству другому о том, что оно должно провести выборы или выбрать другого премьер-министра, это уж как-то слишком. Ну, то же самое и в Израиле. Все известные политики, во всяком случае, те, которые я читал, на которые ссылались в американских СМИ, тоже как-то так. Им это, мягко говоря, не понравилось. Короче говоря, вот после этого взрывного заявления Шумера вопрос с законопроектом о помощи Израилю как-то так вот был поставлен под вопрос. Ну и сейчас вот как-то так решается вместе с ним. И напоследок, вам тут Трампо-путинские консервы рассказывают о том, что Байден где-то что-то припрятал, 4 миллиарда, 6. Я вам уже рассказывал неоднократно, что это идиотизм, это глупость и ложь. Или глупость редкая, потому что ее легко опровергнуть, или ложь, то же самое. Ну, Пентагон ребром поставил перед Конгрессом вопрос о том, чтобы ему срочно вернули 6,5 миллиардов, выделили деньги. Оказывается, администрация Байдена забралась в закрома Пентагона сверх тех сумм, которые Конгресс выделил на помощь Украине. И на вот эти 10 миллиардов были в основном взяты оружие, боеприпасы из американской армии, расположенной в Европе. Это армия командования Европы и Африки. То есть Пентагон, конкретно армия, перерасходовала на 10 миллиардов долларов деньги, выделенные на помощь Украине, а теперь требуют: верните их обратно, потому что страдает наша боеспособность. Мы должны возместить то, что было взято из наших закромов, иначе подрывается наша безопасность. Вот так ставит вопрос уже вооруженные силы перед Конгрессом, уже не Белый дом, вооруженные силы. А что значит возместить? Это значит сделать, вернуть туда, чтобы потом опять можно было взять и опять туда подать. Вот, так что, господа,
Байден ничего не украл. В Америке президент у Пентагона такие суммы украсть не может по определению. Вот. Наоборот, произошел перерасход в размере где-то 10 миллиардов долларов. Спасибо умным людям, которые нашли возможность в трудную минуту изыскать эти средства и боеприпасы для передачи Украине. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!